Когда этот человек пришел на свадьбу, все были шокированы, но когда он взял микрофон, все потеряли дар речи. Джек был бездомным мужчиной 40 с лишним лет. Единственное, что он помнит, это то, что очнулся в больнице примерно 5 годами ранее. Он даже не знал своего имени, но люди в больнице называли его Джеком. В больнице ему сказали, что нашли его едва живым на обочине дороги. Оказалось, что его выбросило из машины, которая разбилась и сгорела у подножия обрыва, и все, кто находился в машине, погибли, кроме него. Врачи знали, что в результате несчастного случая у него развилась амнезия, но они думали, что это временное явление, и скоро память к нему вернется. Врачи не смогли отследить его семью, так как у него не было документов, удостоверяющих личность, поэтому, когда Джек был достаточно здоров, его отпустили в надежде, что он вернется домой. Но Джек не пошел домой, так как не знал, где это находится. Первый день он несколько часов просидел на автобусной остановке, не зная, куда идти. Когда подошел последний автобус, он вошел в него и вышел на конечной остановке. Именно там он встретил Рэя, который нашел его бродящим по улицам. Рэй спросил его, не нужно ли ему где переночевать, и когда Джек ответил утвердительно, он отвел его в приют для бездомных. Джек был удивлен, увидев несколько палаток в одном месте, и обрадовался тому, насколько гостеприимными были люди. Ему задавали вопросы, но у него не было на них ответов. Но это не помешало им предоставить ему место для ночлега. Со временем он привык к образу жизни бездомного. Рэй показал ему, как обеспечить себя всем необходимым, и Джек был доволен тем, как сложилась его жизнь. Но что-то всегда не давало ему покоя. Ему нужно было узнать, какой была его жизнь до несчастного случая. Но мужчина так и не вспомнил об этом. Джеку запомнилась одна вещь. Это была песня. Он не помнил, где услышал ее, но она всегда приносила ему утешение, когда он пел ее. Он пел эту песню каждый вечер с тех пор, как попал в приют для бездомных, и вскоре его стали называть Джек-певец. Однажды Джек и Рэй искали еду и наткнулись на место, где громко играла музыка. Джек остановился послушать и вскоре уже подпевал. Слова песни всплыли у него в памяти, и он был рад вспомнить что-то из своего прошлого. С тех пор он каждый день ходил в одно и то же место слушать музыку. Он почти не знал текстов, но постепенно выучил несколько песен и начал развлекать ими людей в приюте. Однажды друг предложил ему начать петь, чтобы заработать денег. Джек согласился, и именно так он начал брать по $1 за каждый заказ. По какой-то причине он понял, что умеет играть на гитаре, и скопил денег, чтобы купить ее. Певец Джек стал довольно популярным. Он всегда сидел на тротуарах с картонкой, на которой было написано «Закажите песню, и я исполню ее за $1». Джек всегда относил свои заработки в приют, где они распределялись поровну. Казалось, что Джек был доволен своей новой жизнью, но все еще оставался вопрос о его прошлом. На другом конце страны пара планировала свою свадьбу. Майкл и Грейс сделали все возможное, чтобы их свадьба прошла идеально. Они откладывали свадебную церемонию на долгие годы, чтобы устроить свою сказочную свадьбу. Но по мере приближения дня свадьбы Грейс стало грустно. Она всегда мечтала, чтобы отец вел ее к алтарю, но его не было рядом. Всего за 2 дня до свадьбы пара прилетела в место проведения своей свадьбы, чтобы все подготовить. Но в тот вечер перед свадьбой они получили сообщение от группы, которая должна была играть на их свадьбе, что их рейс задержали, и они не успеют. Грейс не могла в это поверить. Ее идеальная свадьба была бы испорчена, если бы они не нашли кого-нибудь, кто бы мог спеть. Тогда друзья предложили составить плейлист из песен на свадебную тематику,
и подключить его к колонкам. Грейс расплакалась при мысли об этом, но все равно согласилась, поскольку другого выхода не оставалось. После того, как вопрос с музыкой был решен, жених и его друзья отправились на мальчишник. По дороге они услышали, как бездомный поет для группы людей. Его голос был таким звучным, что жениху пришла в голову одна мысль. Он подошел к мужчине и попросил его спеть свадебную песню. После того, как он дал бездомному $1, воздух наполнился прекрасным голосом. Майкл спросил Джека, не хотел бы он спеть на настоящей свадьбе, и бездомный согласился. На следующий день шофер отправился забирать бездомного с его обычного места. Джек пытался одеться поприличнее, но его одежда была старой и грязной. Шофер знал, что у него не будет ничего подходящего, поэтому купил ему костюм. Перед началом свадебного танца жених сообщил своей невесте, что у него есть для нее сюрприз. Когда пришло время для их первого танца, она увидела, как на сцену вышел мужчина с гитарой. Грейс и некоторые из гостей не были уверены в его внешности. Но прежде чем Грейс успела расстроиться в очередной раз, мужчина открыл рот и начал петь. У него был потрясающий голос. Грейс была так удивлена и счастлива. Майкл тоже был доволен. Грейс продолжала спрашивать, где Майкл его нашел, но он не дал ей ответа. Он просто сказал: «Не волнуйся, любовь моя, давай насладимся нашей свадьбой». После того, как Джек спел первую песню, люди потребовали продолжения. Первой песней, которая пришла ему на ум, была песня, которую он помнил из своего прошлого. Это была единственная песня, которую он изначально пел в приюте. Когда он взял микрофон и начал петь, невеста внезапно перестала танцевать. Она внимательно посмотрела на бездомного и спросила: «Папа?». Она спросила это потому, что ее отец сочинил эту песню для нее. Они часто пели эту песню вместе, когда она была маленькая. Все в свадебном зале были сбиты с толку, но невеста подошла ближе, и в ее глазах промелькнуло узнавание. Грейс бросилась обнимать отца и разрыдалась. Ее мать и брат также поднялись на сцену. Джек был сбит с толку, но когда они обняли его, он начал вспоминать их лица, особенно лицо своей жены. Оказалось, что у Джека была своя довольно успешная музыкальная группа. В тот год, когда он пропал, их пригласили на самое масштабное шоу, которое проходило в другом штате. Джек и его коллеги по группе были так рады поехать, но чтобы сократить расходы, решили поехать на машине. По дороге на концерт произошла автомобильная авария, и все подумали, что вся группа погибла. Джек не мог поверить, что у него все еще есть семья. Ему потребовалось некоторое время, чтобы полностью восстановить свою память, но по мере того, как он проводил больше времени со своей семьей, воспоминания стали возвращаться. Джек также сохранил друзей в приюте. Он часто навещал их, чтобы выразить свою признательность подарками и едой. Дорогие зрители, что вы думаете об истории Джека? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.